Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные комментарии, за ваши подписки, лайки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Твоя главная завистница. Кто она и, собственно, чему она завидует? Что с ней не так, да? Для начала делаю, как обычно, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации понимаете, похоже на вашу соседку Клаву, то можете к соседке Клаве посмотреть это видео, скинуть, посмотреть, посоветовать посмотреть это видео. Пусть посмотрит, кто же ей завидует, кто ее главная завистница. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ну, сразу все ясно и понятно. Белая ворона. Так. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, какое сочетание замечательное. Итак, белая ворона. Женщина, которая видит мир не совсем так, как его видят окружающих. Отличаетесь от иных, скажем так, можете чувствовать себя, ощущать чужой среди своих, это даже может быть среди близких, родных людей, в семье даже. Опять-таки, сюда же увлечение эзотерикой, в принципе, какие-то, может, нестандартные у вас увлечения. Может быть, даже видите мир, тут карта морали, это открытые ладони, это видение мира, знаете, сквозь призму собственного восприятия мира каждый оценивает происходящее вокруг. Так вот, вас тут характеризует добрый, светлый человек, который, может быть, даже, ну, не знаю, идеализирует окружающих, наделяет их такими качествами, в вашем случае позитивными, которыми большинство людей не обладает. То есть вы выстраиваете отношения с людьми, руководствуясь, ну, своим отношением. То есть вы строите, опять-таки, эти отношения из позиции там, никаких там, по минимуму, скажем так, манипуляций, по минимуму какой-то двойственности. Там, тут ладони открыты, то есть честно, прозрачно, и даже если это деловые отношения, вы стараетесь там никаких не плести интриг, там, заговоры, может быть, напрямую говорите, как будто какие эмоции у вас человек вызывает, то вы и транслируете. И, соответственно, вы стараетесь же точно так же и людей как-то считываете, и надеетесь, что они обладают те же, в общем, те же качествами. А по факту показано нет, они совершенно другие. Поэтому какая-то такая ситуация получается, знаете, вы можете страдать от этой своей где-то, ну, это даже не наивность, это просто ваше видение мира. Вы другая, вы инаковая. Карта ограничений, карта звезда. Тут на вас такие карты ложатся. Смотрите, звезда. Характеристика в первую очередь, повторюсь, интеллект. Интеллект выше среднего, наличие талантов, способностей каких-то. Опять кто-то из вас ведом миссией какой-то, ведом, ну, может быть, даже предназначение, да, вот тут что-то такое. Может, идете за какой-то своей мечтой, вам хотелось бы это реализовать. Некоторые вас воспринимают, мало того, что белая ворона чуть-чуть не от мира сего, а тут еще звезда, это как будто бы цену себе не сложит, корона на голове. Но на самом деле тут же следующая карта ложится на вас. Это муза, яркая, харизматичная, яркая сама по себе, может, внешние там данные, да, но тут еще и умение где-то так себя преподнести, может быть, акценты какие-то, одежда, аксессуары, фокус внимания на себе удерживать. Тут больше энергетически даже наполненная женщина. Тут такое комбо, тут я не знаю, тут рядом с вами, наверное, многие женщины чувствуют себя какими-то серыми мышками, да, скучными. Но почему-то мне вот эта карта ограничений говорит о том, что, может быть, в вашем окружении очень мало людей, которые бы искренне, знаете, разделяли то ли ваше видение мира, то ли ваше желание, ну, как-то так коммуницировать в этом мире, выстраивать эти взаимоотношения. Вот так вот, как вы пытаетесь их выстроить, честно, по-открытому, очень мало людей так себя ведут. Может быть, отчасти поэтому вы чувствуете себя как где-то как в клетке, какие-то ограничения. Опять-таки,
будто бы вы не можете в полной мере, по крайней мере сейчас, вот какую-то эту мечту, к которой вы идете, вот вы ее реализовать не можете, воплотить вы не можете, к сожалению. Даже где-то вот эта ваша яркость, даже где-то вы можете являться каким-то примером для подражания, для кого-то идейным вдохновителем. Но вот сейчас даже как будто бы вы не в полной мере эту силу ощущаете. И тут будто бы вокруг вас какие-то есть ограничения. Я даже не могу это объяснить. Как будто бы тут потенциал такой сумасшедший. И будто бы чуть-чуть другое, не чуть-чуть, а тут конкретно другое окружение, то могло бы все у вас то ли сложиться, то ли намного быстрее вы пришли к желаемому результату. А тут вот я не понимаю, какие-то вот эти вот ограничения у вас. Но по вот этой карте мне так считывается, что это ограничения временные, и вы сейчас в процессе. Может быть, процесс запущен. Может быть, вы идете к тому, чтобы в будущем, понятно, все там, знаете, догнать, переплюнуть себя же, сделать лучше, какой-то результат получить, такой, который бы вас устраивал, да, и стать лучшей версией самой себя. Какой-то процесс, он идет, он запущен. Но почему-то вот эта вот карта, ну, я даже не могу это объяснить сейчас. Так, что это такое? Что за ограничение? Марионет. Тупик. Но все-таки мне как будто бы это какое-то противостояние, ну, то ли окружающему миру. Тут какие-то люди, которые пытаются, карта марионетка, вами манипулировать, управлять, показывают свою истинную сущность, но это все равно приводит к тупику. То ли у людей это получается буквально там секундно, или вообще не получается. Ну, вследствие этого, ну, вы как будто бы, вы это понимаете, и вы просто, как в очередной раз говорите, мне с этим не по пути, с этим не по пути. Как будто бы все меньше людей, с которыми бы вы чувствовали себя комфортно. Наказание, отторжение, жадность. У кого-то элементарное желание вас использовать, ваши ресурсы, жадность, да, но опять-таки, даже не могу сказать, что вы даете отпор этим людям, как будто бы высшие силы вас постоянно отводят куда-то от кого-то, новые вам, может быть, шансы предоставляют. И тут вот я даже не могу понять, как будто бы вам могут давать новых людей для того, чтобы вы пытались с новыми людьми опять как-то выстроить взаимоотношения. Но мне такое ощущение, как будто бы с новыми людьми у вас тоже может быть происходить какая-то борьба, и люди желают вас там то ли подчинить, то ли заставить по своим правилам как-то играть. И в очередной раз какой-то цикл повторяется. Ну, с другими словами, конечно, можно сказать, что в жизни так у многих, да, понятно, что не бывает гладко, и всем нам периодически какие-то попадаются товарищи, с которыми нам приходится рамочки, границы какие-то свои отстаивать, выстраивать. Но тут вот с вами как-то я даже не могу понять, как будто бы вот чем больше вы с кем-то коммуницируете, тем больше такое ощущение, чтобы вы задаетесь с вопросом, а где же те самые люди, мои какие-то единомышленники, или люди, с которыми я могу быть честной, открытой. Вот. Потому что ваши какие-то методы, способы общения с людьми, они для вас почему-то оборачиваются, ну, каким-то плачевным результатом. Вы остаетесь с этим плачевным результатом. Тут, знаете, как будто бы вас высшие силы ведут к тому, что либо вам самим как будто максимально это общение с окружающим миром, подбирать себе вот этих единомышленников. Тут как-то так надо отсеивать вот этот контингент весь. То ли получается с этими же людьми, которые вас окружают, совершенно по-другому начинать коммуницировать. Где-то даже опускаясь до их уровня, где-то играя по их правилам. Ну, если вас это устраивает, да. Это, конечно, много сил, энергии вашей будет тратиться на то, чтобы, ну, как будто бы их применять же, их методы. Ну, не знаю, насколько это вам нужно. Тут какая-то такая странная история.
кого-то элементарно желание даже вообще отстраниться, и тут как будто бы самой по себе. Ну, мы же все социальные, да, существа. Мы все существа социальные, да, люди-человеки, поэтому не получится полностью оградиться. Может быть, это какой-то временный у вас период. Ну, какое-то, не то, что там разочарование в людях, как будто вообще такое ощущение, как будто вы сами себе говорите, я как с другой планеты. У кого-то могут эти люди раздражать, их постоянные попытки где-то как-то может хитрить, манипулировать, а вы как будто бы это видите насквозь уже. Карта освобождения. Ну, тут опять-таки вам говорят, для того, чтобы по карте звезда прийти к какой-то своей мечте, ну, реализация этой мечты, приблизиться к ней. Говорят, нужно, с одной стороны, освободиться от каких-то ненужных, допустим, да, иллюзий, перестать эмоционировать. Сейчас, девочки, чуть заговариваюсь. Как будто вам предлагают такой вариант, карта воительница, научиться опять эти рамки границы с мечом, да, отстаивать, с другой стороны, все эмоции под контроль взять. И если вы решили идти к своей мечте, то, значит, как-то рационально, четко выстраивать свои движения, да, выстраивать свои шаги в сторону достижения для того, чтобы получить вот желаемое. Так, карта тучи, разбитое сердце. Ну, как будто бы тут учат вас, опять, это эмоциональный интеллект. Развивать вот это вот умение где-то контролировать малейшие свои даже какие-то эмоции, мысли, это все держать под контролем. Вот как-то так, для того, чтобы это не приносило у вас ощущение разбитого сердца. Как будто бы на всю ту же ситуацию, в которой вы, допустим, сейчас оказываетесь, чего бы это ни касалось, вы можете научиться по-другому реагировать, и вы как будто бы уже на полдороги к этому. То есть одно и то же событие может у вас или вызвать какую-то гамму переживаний, эмоций, которые по факту ничему хорошему для вас не закончатся, они только будут вас разрушать, да, как деструктив какой-то в вашу жизнь будут приносить. Или же на те же самые какие-то события можно научиться реагировать совершенно по-другому. И из всего извлекать какой-то опыт и для себя даже осознать, ага, ну хорошо, я сделала вывод какой-то из этой ситуации. Хорошо, это меня приблизило к чему-то. Благодаря этому я что-то новое узнала, даже о себе, да. Как-то так. Так, быстренько смотрим. Ваша главная завистница. Ваша главная завистница. Кто она? Кто она? И, собственно, чему она завидует? Ну, в смысле, у вас что такое там? Чем вы обладаете таким, что она этому завидует? Так, ваша главная завистница. Кто она и чему она завидует? Так, ваша главная завистница. Кто она и чему она завидует? Ваша главная завистница. Кто она и чему она завидует? Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Итак, смотрим, кто ваша завистница. Кто она главная? Ой, токсичненькая женщинка. Так. Семейная. Потеря. Реализация. Тупик. Иллюзии. Женщина, которая сама по себе, знаете, сама себе враг, по большому счету, да, токсичная, может быть, потеря семьи, карта потери тут семьи, развал семьи. Из-за этого отчасти как замкнутый круг, может сама себя накручивать, сама, может быть, где-то приложила усилия для того, чтобы эта семья развалилась, но в то же время после утраты этой семьи может будто бы накручивать себя, там, не успокаивается, как будто бы то ли ищет виноватых, то ли не хотела бы даже, вот тут как будто бы где-то у нее зацикленность, пунктик на том, что у нее нет этой полноценной вот семьи, вот так вот. У кого-то, даже если тут потеря, утрата,
может семья формально существовать, но нет ощущения вот этого, знаете, какого-то единства. Нет ощущения того, что какой-то гармонии в этой семье. Вот тут в этом. У кого-то тут вообще наличие двух мужчин может считаться, да, то есть у женщины, как вариант. Но опять-таки ощущение, она все равно этим недовольна. Тут может быть в связи с тем, что в личной жизни какой-то, скажем так, неудовлетворенность личной жизнью, она могла уйти с головой в карту реализация. Попытаться где-то, опять-таки, может, карьеру построить, может быть, уж не знаю, вверх по социальной лестнице, что-то захотела, что-то кому-то, в первую очередь, может, самой себе доказать. С головой в эту реализацию, но опять-таки показано тупик, не принесло это желаемых результатов. Опять-таки показывают ее, что, может быть, даже дело в чем? Дело в том, что как она добивалась, то ли в семье, вот у меня там какие-то, как у каждого из нас, да, в семье бывают моменты, какие-то, трудные периоды, да, или в реализации, вот если это там карьеру строила, там, пыталась там как-то коммуницировать, допустим, с коллегами. Показано, какими методами она пыталась достичь желаемого. Это какие-то для нее методы были. Вот тут карта борьба. Борьба, и тут карта еще и медведь. Это вполне возможно, если она зависела материально от мужчины, от какого-то, или же, если это в коллективе какой-то начальник, да, то она пыталась как-то то ли с этим начальством бороться, то ли что-то ему доказывать, или своему мужчине, или вот начальству. Почему-то тут ее такой какой-то, тут токсичный какой-то подход, такая она своеобразная дамочка. Говорят, что это ее иллюзия. Она почему-то считала себя, что вот так вот борясь, доказывая что-то, где-то примеряя маску на себя, даже не маску, а роль мужскую. Вот у нее как будто такой мужской подход. Вот сейчас я докажу что-то вот кому-то. Вот она что-то добьется. И тут показан тупик, она ни к чему хорошему не пришла. Тут одно время, может быть, ушла с головой в творчество. Само по себе может быть творческое, да. Но опять-таки, даже если ушла в творчество, тут карта критика сама себя накручивает и не получает желаемого. Может быть, даже в творчестве она ставила, знаете, как будто бы не уходила в творчество с головой для того, чтобы там релакснуть, расслабиться, где-то перезагрузиться, где-то на себя посмотреть под другим углом, где-то, опять-таки, в творчество уходят часто для того, чтобы где-то даже по-другому перезагрузить свою жизнь, да. А у нее такое ощущение, как будто бы она могла ставить именно в творчестве опять себе какие-то цели. Вот, допустим, пишет картину, и не просто для того, чтобы кайфануть, свои какие-то негативные эмоции, вот, как говорят, я трансформирую свои негативные эмоции, я их сублимирую во что-то прекрасное, да, в творчество рождается там в процессе, может быть, картина, еще что-нибудь такое вот. Тут у нее, допустим, цель была написать эту картину, и для того, чтобы там где-то, допустим, оценили другие, в том числе и материально какой-то получить из этого, не знаю, бонус. Тут ощущение такое, что она в творчество уходила, опять-таки, с очень какой-то прагматичной целью. Вот тут такое. И говорят, что тут какой-то внутренний критикан, допустим, у нее сидит, она не получила желаемого по ее мнению. То есть либо ее творчество не закрыло в ней там какие-то ее потребности иные, как будто бы оно только подсветило ее какие-то проблемы. Вот тут такое тоже, вот как это так с женщиной. Может, на время она в это творчество уходила, а потом опять как будто бы это не принесло ей какого-то удовлетворения. Тут карта критика, как будто бы она сама в себе заключает вот какое-то, не то что там, не буду говорить, зло вселенское, но человек сам себя разрушает, токсичный. Вроде дают ей даже там, может, вселенная предлагает и говорит, вот у тебя механизмы самоочищения, вот тебе в этом же творчестве, где-то время, где тебе дается для того, чтобы подумать, там лишний раз на себя со стороны посмотреть, взвесить, осознать. Нет, она опять-таки эти моменты будет как-то исковеркает и будет использовать совершенно в других целях. Тут ни о каком самоочищении не будет идти речь. Тут наоборот человек сам себя загоняет, как какой-то тупик глухой.
угол. Не знаю, такая какая-то дамочка пришла. Тут, честно говоря, ей врагов не нужно. Она сама для себя самый главный враг. Ну, в принципе, как многие из нас, да. Но тут вообще это ярко очень проявлено. Тут еще фиг, кто с ней будет сможет конкурировать. Вот этой вот какой-то тут внутренняя критика. Тут, ну, скажем так, вообще вот по этим картам даже хочется подальше от нее держаться. Мне уже хочется подальше от нее держаться. Тут я не знаю, кто в семье с ней, правда, если тут развал семьи, кто с ней в семье сможет рядом выжить. Токсичный, очень токсичный человек. Так, это ваша завистница. А ну давайте еще я спрошу, а что вас связывает с ней? Ну, просто интересно. Что вас может с ней связывать? Да, время. Вот. Кто вас связывает? Даже не знаю, какой-то мужчина мне вышел. Ну, не знаю, как минимум, вам, может быть, нравится один и тот же мужчина, или этот мужчина мог теоретически камнем преткновения быть. Знаете, как это яблоком раздора, да. Почему-то мне, ну это как будто бы в прошлом история уже какая-то давным-давно. В святой воде. Карта лед. Даже тут будто бы даже не особо в открытую вы могли конкурировать за какого-то мужчину. Она могла вас воспринять своей конкуренткой. Но причем показано, вы настолько разные, у вас какие-то, может, методы воздействия, коммуникации даже с этим мужчиной были разные. То есть даже не могу сказать, это как в разной весовой категории вы. Тут дело не в том, что там кто лучше, хуже. Тут просто абсолютно две разные женщины. Где-то даже, может быть, она изначально совершенно по-другому пыталась наладить контакт с этим мужчиной. Может быть, у нее это не получилось. Карта лед, воительница. Где-то она, может быть, стала даже вот такой холодной с этим мечом, но при этом, знаете, если она смотрела на вас, на ваши какие-то реакции, там вы коммуницировали с каким-то мужчиной, может быть, даже вы не догадывались, что он ей нравится, да, вот такой вот, тут как черная кошка. Она как от вас скрыта. Она хотела бы скрыть свои эмоции, чтобы вы об этом не догадывались, не знали. Почему-то я вижу это в прошлом. Подпишись на канал и поставь лайк. Где-то как будто бы она смотрит на вас, и она понимает, что так как вы, допустим, себя транслируете, как вы себя ведете, как вы проявляете свои эмоции, она почему-то не может так себя. То ли она боится даже быть уязвимой, то ли в принципе как бы разные вы. Вот что-то такое. То есть я даже не могу сказать, что вас толком связывает. Я просто вижу, что разные, абсолютно разные женщины, при этом, вполне возможно, какой-то один мужчина то ли нравился вам, то ли один и тот же мужчина мог, периодически как-то между вами, как вот он проскакивает, и ей было интересно посмотреть его реакцию на вас. Вполне возможно, этот мужчина на вас давал какую-то реакцию, такую, которая ей хотелось бы, чтобы эта реакция была предназначена ей. Вот так. Какая-то ревность, но это даже не открыто. Это даже ей просто было интересно, почему этот мужчина так на вас реагирует. И что вы такое себя представляете, что именно так этот мужчина на вас реагирует. Вот, как-то так. Вот даже как-то познавательно. Ей просто интересно даже было вот ваша инаковость, и вследствие этого, вот почему как мужчина на вас так как-то реагирует, а на нее по-другому. Так как-то, не знаю. Так, чему она завидует? Странные карты. Странные карты. Чему она завидует? Боже мой, проклятие, ссорь. Ой, Господи, интуиция, механизм, возможности.
Мгм. Ну, странные карты, сразу говорю. Так, чему она завидует? Ну, она завидует тому, что даже если вот так объективно посмотреть, ваше, может быть, положение в каких-то моментах вот в жизни у каждого из нас, оно не совсем может быть устойчивое. Тут вот видите, девушка изображена, она сидит на этой жердочке, вокруг нее вот эти вороны. В любой момент эти вороны вспорхнут и улетят, да, эта женщина может шандарахнуться вниз. То есть где-то тут отсылочка к тому, что даже где-то вы можете мир видеть иллюзорным, и в любой момент, правда, вы можете попасть в какую-то очень неприятную ситуацию, исключительно потому, что вы не сопоставляете, допустим, отношение окружающих к вам, ну вот как иллюзорный мир какой-то вы видите, он вымышленный. Опять еще раз повторю, где-то вы видите мир лучше, чем он есть. Как будто практичности какой-то не хватает у вас, но это даже какая-то детскость, наивность, не как это, недальновидность, да, где-то что-то такое вот есть, и при этом вы можете от этого страдать. Но она завидует тому, что несмотря на все вот эти вот какие-то там у вас там неприятности, опять еще раз повторюсь, неприятности не потому, что как бы не то, что мир враждебный, а потому что где-то вы его видите лучше, чем он есть, и, соответственно, не успеваете вы этой соломки подстелить, где-то сближаетесь с теми людьми, с которыми не нужно сближаться и давать шансы. Так вот, несмотря на вот это вот все, какую-то даже детскость, где-то наивность, где-то романтизм ваш, а вы все равно потом вновь и снова открыты. Тут кто-то для карты темперамент, страсть, для каких-то ну, что ярких взаимоотношений. Причем для мужчин вы желанна, вы яркая, для мужчин вы лакомый кусочек. Вот тут такое, как будто бы женщина живет, вот ей кажется, не знаю, сколько это соответствует действительности, но вот чему она завидует. Ей кажется, что ваша жизнь, она более яркая, она какая-то, может быть, даже то, что ваше видение мира, оно какое-то детское и наивное, но все равно это придает какой-то яркости, все равно вы как будто бы шансы эти даете. Там, где другой уже 1000 раз схлопнется и не будет никаких шансов давать, а вы все равно будете давать и людям, в смысле там знакомств новых, и каким-то любовным, может быть, взаимоотношениям. Так, при этом завидует чему? Ну, не знаю, такие странные, повторюсь, еще карты какие-то. Идет мне ощущение, что женщина, вот, мы же на вас смотрим, да, вот карта Фурия, вулкан. Тут как будто бы вы можете быть очень эмоциональной по ее каким-то меркам, да. И карта вулкан. Тут, то есть вы где-то эти эмоции вы не скрываете. Вы, то есть то, что вы чувствуете, вот вы как будто то и выплескиваете. И вам не нужно там это как-то камуфлировать. То есть искренность. Во всем какая-то искренность. Вот то, что, может быть, даже она себе не совсем может позволить, да. Она 1000 раз подумает, с кем, как себя вести. А вы как будто бы оставляете за собой вот это вот право, быть такой, какая вы есть. И не нужно вам прикидываться, камуфлироваться. Вот тут что-то такое. Опять-таки, вот тут эти карты, чему завидуют? Завидуют тому, что даже если в отношении вас, вот карта прям проклятия идет, если кто-то там очень нехорошее в вашу сторону там пожелания направляет, да, или как-то себя так проявляется, то у вас тут после карты проклятия идет карта соль. Вы обладаете вот этим каким-то, не знаю, это волшебство какое-то, это как внутри вас, это антидот какой-то, да, противоядие. Вы это нейтрализуете все, как будто бы вот любой какой-то заговор, склоки вокруг вас, они вроде бы могут быть, но по факту они именно вот того токсичного разрушающего действия, вот, которое для другого бы оно могло причинить вред какой-то вот сумасшедший. В вашем случае это карта соль, оно не причиняет. То есть, возможно, какой-то вред и на первых порах это приносит, но потом в дальнейшем это как будто бы вас даже где-то подстегивает к каким-то трансформациям, к изменениям, при этом в лучшую сторону. Карта соль, это как будто негатив весь нейтрализуется.
То есть я так вижу, что для вас любое вот это вот, не приведи Господи, какое-то проклятие, не какое-то пожелание негативное, наверное, это в первую очередь этим же людям, оно аукнется, да, и в этом есть какое-то тут как волшебство. И карта Соль, это будто бы вы сами по себе являетесь вот такой вот женщиной, которая, ну, очищение, может быть, даже как, это как лотос, да, цветок, он поднимается со дна озера, да, допустим, реки, озера, и с ила, там очень много ил, грязи этой, но он поднимается на поверхность воды, и на этой поверхности потом раскрывается, и это белоснежный цветок, к которому ни одна-то частичка грязи это не пристанет и не пристает, в принципе, да, вот тут как будто бы вот такое какое-то сравнение. Завидуют еще чему-то. Смотрите, карта интуиция, механизм и возможности. Опять-таки, даже если в отношении вас там какие-то плетутся, опять-таки, эти заговоры, склоки, непонятно, что там творится, вы обладаете, вот по ее мнению, тут даже это не то, что там здравый смысл какой-то, но отчасти, тут вы, как мне там выходили белые вороны, да, то есть это уже увлечение эзотерикой, чем-то таким, наличие знаний каких-то, способностей, и плюс само по себе интуиция. Может быть, в нужное время, в нужном месте появляетесь или не появляетесь. Может быть, даже не планируя что-то, коммуницируя с людьми, вы с какими-то, знаете, назовем это нужными людьми, да, вы все-таки налаживаете контакт. Или какое-то правильное слово вовремя сказанное вами. Или же, в принципе, по интуиции, да, вот, как будто бы вы чувствуете, вы знаете, вы людей можете насквозь, такое ощущение, как будто бы видеть. И, соответственно, вот, она завидует тому, что вот, то есть, какая-то вот у вас эта способность. Где-то выходить, по ее мнению, сухой из воды. Где-то избегать вот этих каких-то ловушек, таких мастерски расставленных сетей каких-то. То есть, по большому счету, ваша жизнь вот как налаженный механизм, ей так кажется. При этом, опять-таки, ей кажется, что судьба вам посылает новые возможности. Вот тут как трансформация даже каких-то негативных сюжетов, там, где попав в вот такие какие-то, уже не знаю, западню в какую-то, вот эти расставленные силки, другой там сложит руки, там начинает пить, вести какой-то образ жизни, да, непонятный, там на дно опустится, будет релаксировать, то вы как будто бы можете эту информацию все использовать себе во благо, еще раз повторюсь. И опять-таки, благодаря вот даже каким-то новым вот этим какие-то моменты, да, у вас в жизни случаются, новые какие-то обстоятельства, опять сталкиваетесь с новыми какими-то, ну не знаю, преграды, не преграды. Ну, скажем так, это как для вас вызов, да, вот какая-то ситуация такая, которая как вызов, и вы можете это использовать. И опять карта возможностей. Перед вами открываются новые двери. Это как выражение, когда закрываются одни двери, неизменно открываются другие. Вот тут 100% человек, перед которыми открываются вновь и вновь и вновь двери. Эти возможности какие-то неиссякаемые. Вот это вот бесит, вот это вот вызывает зависть какую-то. Тут я вижу отчасти и уважение, и такое непонимание, как у вас это все получается. Вот тут такое вот. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.